Loosen up my birthday. Are you ready? Loosen up my birthday. Всем привет! Сегодня мы продолжаем рассказывать вам историю Pussycat Dolls, титанов среди женских поп-групп. В первой части мы вам рассказали о том, как формировалась бурлеск-труппа и бренд в целом. Кто пропустил, обязательно посмотрите. Ссылку оставим в описании. А сегодня мы вам расскажем о поиске вокалисток, дебютном альбоме и головокружительном успехе, который настиг группу в нулевые. Как обычно, ставим лайк и начинаем. В 2003 году Робин железно решила, что хочет вывести группу на новый уровень. После успешного выступления с Гвен Стефани, где они привлекли внимание продюсеров Interscope Records, было принято решение о создании певческой поп-группы. Джимми Айовин и Рон Фейер твердо сказали, что группе нужны новые девушки, и был объявлен открытый кастинг о поиске вокалисток. Больше 300 девушек испытывали свою удачу, но улыбнулась она лишь 3. В качестве вокалисток были выбраны Мелоди Торнтон, Кайя Джонс и Николь Шерзингер. В 2002-м малышка Мелоди увидела The Pussycat Dolls на MTV в выпуске «Дневники MTV» с участием Кристины Агилеры. Кристина Агилера тогда значила для меня все. Я все за ней повторяла, даже сделала маленькую татуировку на спине. Я думала, что я ее копия. Рассказала MTV Мелоди. У Мелоди не было опыта ни танцовщицей, ни вокалисткой, но когда она услышала о кастинге, то решила, что это знак свыше. Вместе с мамой и сестрой она приехала из Аризоны в Калифорнию. Я пошла на кастинг спустя всего 6 месяцев после окончания старшей школы. 2 декабря 2003-го мы с мамой и сестрой приехали в Калифорнию. Мама 13 часов просидела в машине, пока я была на прослушивании. И я его прошла. Я была самой младшей из девочек. Они все уже давно были в шоу-бизнесе. Кто-то был профессиональными танцовщицами. Николь уже была в группах, стала победительницей на шоу Pop Stars, выступала много где. И на фоне этого была я. Привет! Я недавно закончила школу. У меня абсолютно не было опыта в шоу-бизнесе. Поэтому все время, что я провела в группе, я училась, как вести себя в этом новом мире. Рассказала в своих интервью Мелоди. На кастинге Мелоди исполнила песню Кристины Агилеры, чем покорила всех членов жюри. Помню, она вошла в розовом спортивном костюме с надписью «Икстина», потому что обожала Кристину Агилеру. И я спросила, откуда у тебя этот костюм? А она говорит, я сама сшила. Мы работали с Кристиной Агилерой, и я искала голос, который будет похож на нее. Когда пришла Мелоди, мы получили это. Было видно, что у нее нет никакой подготовки, но это был безумный талант. Все просто взорвались от восторга. Я хотела, чтобы Мелоди была лид-вокалисткой. Поделилась в подкасте Ричарда Буша Робин. Продюсеры были готовы заключить контракт с Мелоди и на этом закончить поиски. Но организаторы сказали, что будет еще пара девушек. Кайя Джонс по сей день остается самым спорным участником группы. Несмотря на то, что девушка была на кастинге, несколько раз выступала с группой, появилась в клипе Sway и, как она сама утверждает, имеет все права на дебютный альбом, потому что принимала участие в его записи, никогда не была официальным членом группы. Об этом заявила сама Робин после того, как в 2017-м Кайя обвинила группу в поддержке проституции. Мисс Джонс еще несколько раз пыталась получить свои минуты славы, обливая группу грязью. В своих интервью она неоднократно упоминала лидерство Николь в негативном ключе. Николь всегда была тем, кто хотел быть в центре внимания, и делал практически все, чтобы получить его. Называть других девушек из Pussycat Dolls украшением витрины немного неправильно. Каждая девушка в группе была талантлива, процитировала она. В 2009-м Кайя выпустила сингл Hollywood Doll, в котором можно заметить девушку по типажу, похожую на Николь. Длинные черные волосы и платье, напоминающее образ из клипа Sway.
и строчки песни, которые бьют по лидерству Николь. «Красотка, ты действуешь мне на нервы, как будто ты главная достопримечательность. Все мои подружки видят, как ты трахаешься с ними, словно пытаешься добиться каких-то действий. Так что не надо меня ненавидеть, потому что они хотят моего удовлетворения». Звучит катастрофически не по-русски, но разум не смог лучше адаптировать эту бессмыслицу. Надеюсь, смысл вы поняли. Многие поклонники группы увидели в этом треке стопроцентный хейт в сторону Николь. А в этом году Кая заявила, что ее вынудили сделать аборт, либо покинуть группу. Она не хотела терять работу мечты и согласилась на это. Но насколько правдивы ее слова, мы не знаем. Представители группы больше никак не комментировали ее заявление. Felt pressure to get. I was told to get rid of it. No way. 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 I was told to get rid of it. Yeah. Of the child. Yes. By whom? The powers that be. Just flat out said that. How old were you? 19. 19. После записи альбома и получения всех документов, подтверждающих права на музыку, она покинула группу, заявив, что находиться в группе было слишком морально тяжело для нее, и она не хотела становиться плохим примером для других несовершеннолетних девочек. You play the part, but you're no movie star. After my leading, but you've gone too far. No time for haters with that jealous eyes. You realize I don't care who you are. Выплываем назад из мира сплетен и возвращаемся к нашей истории. Главную звезду группы Николь Шерзингер Джимми Айовину посоветовал will.i.am. У Николь был потрясающий опыт. Музыкальный театр, опера, танцевальная подготовка, различные шоу и проекты. Она поразила всех на кастинге. Другого просто и не стоило ожидать. В интервью MTV Робин подробно рассказала о кастинге Николь. «Помню, когда она вошла, я подумала, что она очень красивая, но очень консервативная. У нее были чистые прилизанные длинные волосы и даже, если не ошибаюсь, небольшие очки на носу. На ней были безумные туфли на черной платформе, и весь образ был скучный. И я для себя решила, да, она симпатичная девочка, но со вкусом у нее полный кошмар. Когда она запела, мы все поняли, голос у нее есть. Она профессионал. Но вот танцевать она точно не умеет. Но мы ошиблись. Она могла все. Мы столько дней мучились, прослушали столько народу, а она пришла в последнюю минуту, и в ней было все, что нам нужно. Мы сидели с Роном и смотрели друг на друга, спрашивая, «О боже, мы что, только что нашли суперзвезду?» Во многих своих интервью Николь рассказывала, что ее главная плохая привычка везде опаздывать. Даже на самый важный кастинг она опоздала. Я прибежала, прорвалась через всех, и мне даже кажется, что диск просто выпал из-под моей подмышки. Песня была из фильма «Розовая пантера». Я взяла диск и вставила его в проигрыватель, и перед началом выступления встала в позу Боба Фосси. И спросила себя, я танцую? Отскочила назад, расстегнула блузку, надела корсет и оторвалась по полной. Трясла волосами и доставала ногами чуть ли не до потолка, рассказала Николь. Закончив кастинг и собрав других девушек, куколки начали давать выступления в обновленном составе. Но выяснилось, что не все из них были готовы к откровенным костюмам. Я из очень консервативной семьи. Мой дедушка священник. Я ходила на прослушивание в рубашке, застегнутой до самого верха, и брюках. Это был супер консервативный образ. Я немного испугалась, когда увидела костюмы Pussycat Dolls. Поделилась в интервью Николь. А Кая в своих немногих выступлениях с группой чаще всего выходила в довольно закрытых образах и в середине номера на свои вокальные партии, особо не участвуя в танцевальных частях выступления. В феврале 2004-го Pussycat Dolls дали свое первое крупное выступление за пределами США, выступив на ежегодной премии MTV Asia Awards, которая прошла в Сингапуре. И в качестве лид-вокалистки на сцену вышла Мелоди. The minute you walk in the joint, I can see you're a man of distinction, a real big spender. Good looking, so refined. Say what you like to know what's going on in my mind. So let me get right to the point. I don't pop my cork for every guy I see. Затем было несколько выступлений на их родной сцене в Viper Room, а в апреле куколки вновь объединились с Carmen Electra для выступления на ежегодном концерте от канала VH1 Divas, который проводился для поддержки фонда Save the Music Foundation.
Начиная с этого выступления, лид-вокалисткой группы начала выступать Николь. Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away from the pain you drove into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light. For I toss and torn, I can't sleep at night. В июне PCD дали свое последнее совместное выступление с Кармен Электрой на званом ужине бренда Dior. И начиная с сентября начали выступать составом из 10 девушек, которым позже записали 2 саундтрека, один из которых стал дебютным синглом группы. Первым треком для группы стал We Went As Far As We Felt Like Going, который вошел в сборник саундтреков к мультфильму «Подводная братва». Но для дебютного сингла была выбрана песня в стиле ретро. Девочки записали саундтрек «Sway» для фильма «Давайте потанцуем», который являлся кавером на старый трек Дина Мартина. Трек вошел в сборник саундтреков к фильму, который вышел в октябре 2004-го. Но несмотря на теплый прием трека критиками, как хорошего саундтрека, оказалось, что как сингл трек никому не интересен. Ни MTV, ни VH1 не взяли его в эфир, сказав, что трек скучен и не будет иметь успеха. И в итоге песня не попала в эфиры телевидения. Рекордс продолжали видеть в девочках потенциал и целиком и полностью решили создать из PCD поп-группу и записать дебютный альбом. Я собирался сделать ставку на их талант, а не на дешевые наряды. От всех этих колготок в сеточку, поясочков с подвязками, шпилек нужно было избавляться. Эта фишка очень быстро приедалась. Если бы оставили все как есть, жизнь группы была бы недолгой, рассказал MTV Рон Фейер. Но перед выходом нового материала продюсерам и менеджерам нужно было приступить к самому сложному этапу – сокращение количества девушек. Это был самый сложный этап для меня. Я понимала, что в группе не может быть 10 девушек. Никто не запомнит 10 имен и 10 разных характеров. Но мне было очень тяжело принять решение, потому что многие из них были моими лучшими подругами. Но этот выбор нужно было сделать, рассказала MTV Робин. И группу покинули Сия Баттон, Кейси Кэмпбелл и Кая Джонс. Робин отошла на план хореографа и руководителя группы, таким образом оставив в составе Николь, Мелоди, Кармит, Джессику, Эшли и Кимберли, судьба которой не была решена до конца, так как продюсеры продолжали присматриваться к другим танцовщицам, подбирая идеальный вариант группы. You are so freaky, cause you are flexy. Now flex it like it's hot. Y'all be scared right about that. She showed you what she got. 19 апреля 2005-го мир услышал теперь уже легендарный суперхит Донча, который стал дебютным синглом в поддержку будущего альбома группы. Изначально трек был написан Бастой Раймсом и Сила Грином для Тори Аламазы, бывшей бэк-вокалистки группы Outkast. Песня была выпущена в ноябре 2004-го в качестве лид-сингла дебютного альбома Тори. Сингл начал набирать обороты, но у Тори случились разногласия с лейблом Universal Records, впоследствии чего она расторгла контракт с ними и отказалась от прав на песню. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? Don't you? Но продюсеры видели большой потенциал трека и продолжали пытаться выпустить его в свет. Так трек был предложен Пэрис Хилтон и Sugar Babes, но они отказались от него. Позже, в 2006-м, Пэрис рассказывала, что ей предложили трек, но она не была впечатлена им. «Я услышала песню не в том формате, который мы все узнали и полюбили. Если бы я услышала ее такой, конечно, я бы ухватилась за этот шанс». В итоге трек был отдан PCD и стал главным гимном группы, принесшим им мировую популярность. В записи сингла к девочкам присоединился Баста Раймс. Текст трека был настолько ярким и нахальным, что многие видели в нем негативный посыл. Один из критиков заявил, что в тексте главным выдвигается убеждение о том, что ценность женщины заключается исключительно в ее внешности, и повествует о том, что женщины соревнуются друг с другом из-за мужчин. Остальные оставили о треке только положительные отзывы, называя песню дерзкой, яркой и запоминающейся. Сингл начал бить все рекорды и покорять все чарты. Принес куколкам 20 номер 1 в чартах по всему миру.
Добрался до второго места в Billboard Hot 100 и первого в чарте Великобритании. На данный момент у сингла 8 платиновых и 6 золотых сертификаций по всему миру. Wish your girlfriend was hot like me. Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? Don't you, baby? Don't you? Видео на сингл было снято 11 апреля 2005 режиссером Полом Хантером, уже успевшего снять видео на суперхиты Lady Marmalade, Hollaback Girl, By Llamas и многие другие. Клип был незамедлительно взят в ротацию музыкальных каналов и покорил миллионы зрителей. Критический прием был ошеломительным. Видео сравнивали с клипами Дженнифер Лопес и Бейонсе, говорив, что оно не менее захватывающее, чем видео Джей Ло и Би. В дальнейшем Billboard назвал его лучшим видеоклипом за всю карьеру Pussycat Dolls. Но несмотря на весь безумный успех и популярность, не всем участницам группы было весело. Ким продолжала быть на грани исключения из группы. В клипе мы можем увидеть, что кроме других 6 девушек нам показывают еще одну. В тот период Клауди Росин также рассматривалась как будущая участница группы. Главной проблемой Ким в то время была проблема с кожей. Куколка боролась с кистозным акне, и Робин просила ее решить эту проблему. Каждое нанесение макияжа для нее становилось пыткой, но она безумно хотела остаться в группе. Поэтому свою работу выполняла на все 200%, чтобы внимание было переключено на нее. Во время съемок клипа она выполнила опасный и сложный трюк, съехав по перилам на животе, и несколько раз попала в казусные ситуации. Во время прыжка у нее лопнули брюки. Во время трюка она скинула туфли, чтобы успеть запрыгнуть на перила, и как настоящий профессионал станцевала в носках, не просив об остановке съемок. И очень сильно ударилась головой, не рассчитав амплитуду прыжка на батуте. Но даже после этого продолжила съемки, чем добилась своего места в группе. Как сказала сама Ким, «Я танцевала за свою жизнь». Во многих интервью девочкам стали задавать вопросы касаемо текста, который многие поняли двусмысленно и думали, что группа оскорбляет других девушек, потому что они не такие, как они. Но это было не так. Девочки заявили, что трек касается всех женщин, что каждая должна чувствовать уверенность в себе, слушая данную песню. Куколок хотели видеть все. Они начали давать выступления с синглом одно за другим и появляться на различных мероприятиях. В августе они выступили на премии Teen Choice Awards, а в ноябре на премии MTV Europe Music Awards, на которой скандально известный Борат перед выступлением девочек представил их как международных проституток. Because coming next are international singing the Pussycat Dolls. Успех был феноменальный. Поп-группа Pussycat Dolls начала плотно занимать свое место в мире музыки, и продюсеры срочно настаивали на записи альбома. Так, за 5 недель был записан дебютный диск, и в сентябре 2005-го мир услышал дебютный альбом под названием PCD, который произвел фурор в мире музыки. Критики оценили танцевальную часть, но многие из них раскритиковали баллады и каверы с альбома, назвав их скучными. Также нашлись те, кто пытался припомнить и высмеять группу за их истоки, называя прославившимися стриптизершами, которые не написали ни одной песни для альбома. Но, как говорится, завидовать нехорошо. И плевать хотела группа и продюсеры на эти комментарии. Они пошли по головам, плотно вбивая себя в историю. В первую неделю альбом дебютировал с 5-й строчки Billboard 200 за 99 тысяч проданных копий. Несмотря на то, что альбом был выпущен в эпоху застоя продаж из-за цифрового и физического пиратства, альбому удалось оставаться в топ-50 в течение 45 недель. Джефф Мейфилд, аналитик и директор чартов Billboard, отметил, что такой успех случается нечасто. Для любой группы необычно получить целых 4 хита с альбома. На протяжении большей части этого десятилетия было настоящей проблемой получить 3-й или даже 2-й хит. И это не только для новых артистов, но и для ветеранов, заявил он. Альбом попал в топ-10 в 15 различных чартах по всему миру. Стал номером 5 в Billboard 200 и номером 7 в альбомном чарте Великобритании. На сегодняшний день имеет 31 платиновую сертификацию по всему миру, включая 3 платины в США за 3 миллиона проданных копий и 4 платины в Великобритании за 1 миллион 300 тысяч проданных копий. Это просто неописуемый успех. Well, that's right. But I won't give in. That's alright. 'Cause I'm gonna leave.
Вторым синглом группа выпустила лиричную балладу «Stick with You». Изначально ставка делалась на бип, но лейбл заключил контракт с производителем игрушек Hasbro для создания линии кукол Pussycat Dolls. Поэтому нужна была песня и видео, которые можно было бы крутить на радио Disney и других площадках, где преимущественно была детская аудитория. Nobody gonna love me better. I must stick with you forever. Nobody gonna take me higher. I must stick with you. You know how to appreciate me. I must stick with you, my baby. Nobody ever made me feel this way. I must stick with you. Критический прием снова поделился на два лагеря. Те, кто называл песню приятной и романтичной, отмечая запоминающийся припев, и те, кто начал критиковать как сам трек, так и вокал, написав, что ни у кого из участниц нет особенно сильного вокала, а песня не запоминается. Хотя у Николь достаточно приятный голос, она никогда не представляет ничего, что можно было бы назвать фирменным звучанием группы. Но синглу это никак не помешало, и он также ворвался в чарты, став вторым номером 1 в чарте Великобритании, попал на 5-ю строчку в Billboard Hot 100, а самое главное, принес девочкам номинацию на премию Грэмми. Новый 2006 год группа начала с выпуска 3-го сингла, которым таки наконец стал бип. Трек был записан совместно с will.i.am и вышел в свет 6 февраля. В песне, кроме вокала Николь, мы смогли услышать партии Кормит и Мелоди, которые также были отмечены в видео. Сингл не имел ошеломительного успеха, но и не провалился в продажах, попав в топ-10 в 20 чартах по всему миру. Do you know that no don't mean yes, means no, so just hold up, wait a minute, let me put my 2 cents in it. 1, just be patient, don't be rushing like you're anxious, and 2, you're just too aggressive, try to get your... 23 марта 2006 куколки отправились в свой первый тур. Выступая на разогреве у Black Eyed Peas, они начали тур по США Honda Civic Tour, ежегодный концертный тур, спонсируемый компанией Honda Motor, который продолжился до 21 мая. Менеджеры сомневались, что на PCD придут люди, ведь выступающие на разогреве – это не основное шоу. Это была такая честь поехать в тур с Black Eyed Peas и выступать у них на разогреве. Мы были в восторге, но я была уверена, что если Black Eyed Peas будут выступать после нас, значит все зрители будут приходить ко второй части программы. Рассказала о своих опасениях Эшли. Но в первый же концерт стадион был забит. Публика знала тексты песен и с удовольствием поддерживала девочек. Это был один из наших первых концертов. Мы пели «Stick with you» и размахивали руками, и вся толпа махала с нами в такт и распевала нашу песню. Никогда не забуду этого, поделилась MTV Ким. Девочки очень переживали за свое шоу и активно участвовали в подготовке. Так в бэкстейдж-видео нам показали, как активно они оттачивали финал своего выступления с Донча, и где Николь, как истинный лидер, выбивала изменения в минусовке трека. You know what it is? Something needs to change. That brom, has it always been like that, baby? The ending, the hot, that thing going through, brom. Because it feels like it should be like accent, don't you? Like that bomb thing needs to be taken out. Yeah, it's not creating something for us. Don't you wish your girlfriend was? Yeah, it needs to stop. Также в выступление был включен дэнс-брейк, в котором каждая из участниц показывала, на что она способна. All right, I love you guys too, but right now I think it's about time that we break it down. What do y'all think? Froggy, drop that beat, huh? You wanna break it down? Call me. Yeah? Oh, What? you wanna break it down? Guess what? What? Then show us what you got. Okay, Carmidi. Yeah. You think you're foxy? I am. Like you all naughty. Hold it. Then show us what you got. She showed you what she got. Hey Jessie, you think you're sexy with all them breasties? Then shake them like they hot. Yeah, shake You better it. work them Come on. stripes, girl. Shake Work it. stripes, girl.
июне группа продолжила выступление с Black Eyed Peas на площадках Европы и Азии. В Малайзии девочки столкнулись с неприятностями. Власти страны оштрафовали организаторов концерта за чрезмерно откровенные костюмы группы. Мы были в туре, были очень взволнованы выступлением. У нас был наш обычный гардероб, который оказался неподходящим для других в культурном и религиозном плане. Прокомментировала инцидент Николь. В августе группе пришлось отменить 3 своих концерта из-за проблем со здоровьем у Николь. Главный сплетник Голливуда Перес Хилтон не смог пройти мимо этого и оставил язвительный пост у себя в блоге. Pussycat Dolls отменили будущие концерты. И в этом виновата Николь. Из-за инфекции уха у Николь Шерзингер, которая сейчас не в состоянии совершать поездки, Pussycat Dolls пришлось отменить первые 3 выступления в их совместном турне с Black Eyed Peas. Мы уверены, что другие девочки взволнованы. Как считаете, они настолько хороши, чтобы заменить Шерзингер? Написал он. В перерывах между туром куколки успели выпустить свой 4-й сингл – межгалактический и легендарный суперхит Buttons, который девочки записали совместно с Snoop Dogg'ом. Критики отметили, что видео на сингл подняло группу на ступень выше и очень отличается от их прошлых работ. Сингл нашел отклик у публики, принеся группе 6 номер 1 в разных странах и 3-ю строчку в чарте Британии и Billboard Hot 100, а также победу на премии MTV Video Music Awards в номинации «Лучшее танцевальное видео». В сентябре группа дала выступление с синглом на ежегодном благотворительном концерте Fashion Rocks, которое в дальнейшем стало источником мемов. В конце выступления на своей партии Мелоди решила выйти, чем создала комичную ситуацию с Николь. Монтажеры показали выступление миру так, будто Николь подкрадывается к Мелоди, чтобы та не осталась на переднем плане. В 2021 в интервью The Six O'Clock Show Мелоди развеяла все ходившие слухи. «Я помню, что подумала. Мне просто хочется пойти туда, ведь я пою свою маленькую часть». Всегда так интересно наблюдать, как редактируют подобные ситуации. Мы не уходили со сцены со словами «я ненавижу тебя». Все было хорошо. Мы репетировали так и репетировали по-другому. Я думаю, что пошла вперед со всей своей страстью и не думаю, что это выглядело как-то плохо или неправильно. Я не могу сказать, о чем думала Николь, но могу сказать только одно. Когда я попала в группу, я была такой неопытной. Я не знала многого о фотографах, поэтому делала снимки подобные. Посмотрела наверх, посмотрела вбок. Но мне пришлось прекратить это делать, потому что в один момент я поняла, что они редактируют все наши совместные фото. И они использовали мои снимки, и мои глаза смотрели в сторону Николь. И это выглядело так, словно она так смотрит на нее. Наш лейбл не мог контролировать тех, кто снимает выступления. Возможно, у нее было все в полном порядке. Я не могу говорить за нее, но скажу одно. Мы не уходили со сцены подобно «Эй, ты!». Так что это все, что я могу сказать. Прокомментировала ситуацию Мелоди. В ноябре 2006 группа отправилась в европейскую часть мирового тура в поддержку альбома PCD, где на разогреве у них выступала Рианна. Куколки дали 22 концерта в Европе. А в марте 2007-го присоединились к североамериканской части концертного тура Кристины Агилеры «Back to Basic». Девочки работали на износ и постоянно попадали в неприятные ситуации. Так, на концерте в Торонто Эшли перепутала города. Мы были в Торонто, и я крикнула со сцены «Привет, Оттава!» И вся толпа «Бу!». Я не поняла, что происходит. В центре сцены было написано «Торонто». Это были самые ярые хоккейные соперники. Все равно, что в Нью-Йорке крикнуть «Привет, Ред Сокс!» перед толпой фанатов Янкис, поделилась Эшли.
На премии MTV American Music Awards группа дала большую часть выступления без мелоди. Она появилась лишь в конце, исполнив свою часть песни, чем снова запустила вереницу слухов и домыслов. В прошлом году Ким подробно рассказала, что случилось на самом деле. Мы были в туре и вернулись из Европы в США, чтобы выступить на AMA. Мы прилетели назад, и у нас была всего одна ночь на репетиции перед выступлением. Когда мы добрались до аэропорта из наших туравтобусов, Мелоди поняла, что ее паспорт остался в автобусе. Автобусе, который был на пароме посреди океана на пути к следующим концертам. Поэтому не было возможности забрать паспорт. Так что мы должны были оставить Мел. Она осталась искать возможности вернуть свой паспорт и присоединилась к нам позже. Поэтому она пропустила эту ночь репетиций, появилась буквально за 2 часа до выступления, и она не хотела пропускать его. Поэтому она вышла для яркого финала, чтобы люди знали, что она все еще здесь. Так что она не была заперта Николь в туалете или в шкафу, как об этом написали многие. Loosen up my buttons, baby, but you keep frontin'. I'm telling you to loosen up your buttons. Come on, yo. But you keep running, baby. Say what you gon' do to me. American Music Awards. Loosen up my buttons, baby. But you keep running. Say what you gon' do to me. But I ain't seen nothing. Loosen up my buttons, baby. But you keep saying what you gon' do to me. But I ain't seen nothing. 4 февраля 2007-го Pussycat Dolls выступили в Манчестере, где было записано новое концертное видео. Девочки вышли на сцену без Ким. Кимберли заработала себе IBS – распространенное заболевание, которое поражает пищеварительную систему. Это вызывает такие симптомы, как спазмы желудка, вздутие живота и прочее. В своем прошлогоднем интервью подкасту Be Well Collective Ким откровенно рассказала об этом. Был момент, когда я просто убежала со сцены. Мне было плохо, я провела много времени в туалете. Приехала скорая помощь, они взломали дверь и начали осматривать меня, задавать вопросы о стрессе и беспокойстве. Затем отправили меня назад в Штаты в больницу пройти колоноскопию и множество других проверок. Девушки отправились в тур дальше без меня. Врачи не нашли серьезных отклонений, поэтому сказали, что нужно взять под контроль весь стресс и беспокойство. Поворотным моментом стало то, когда я восстанавливалась, и на концерте в Манчестере фанаты пели мне с днем рождения. На концерте, на котором я не смогла выступить, потому что мое тело просто больше не могло справляться с этим стрессом. What an amazing crowd we got tonight. I love you guys. One quick note, sad one. Kimberly is not with us tonight, you guys. She's very ill, and it's her birthday today. So can we please give a big round of applause because we miss her so much. We miss her so much. Thank you. В дальнейшем в поддержку альбома куколки выпустили еще 2 сингла «I Don't Need a Man» и «Wait a Minute», которые записали совместно с Тимбалендом. Треки не нашли большого успеха по сравнению с предыдущими. «I Don't Need a Man» попал в топ-10 в Британии, но в Соединенных Штатах он занял самую низкую позицию из всех синглов группы в чарте Billboard Hot 100, достигнув 93-го места из-за ограниченного выпуска в стране. Промо-тур сингла по Британии выпал как раз на момент, когда Ким столкнулась с проблемами со здоровьем, и многие издания начали писать, что куколок теперь 5. Но в интервью Pop World девочки опровергли слухи, сказав, что все в полном порядке. Мы семья, мы поддерживаем друг друга, мы любим друг друга. Сегодня Ким не с нами, потому что она заболела. Нет, она не покинула группу. Она по-прежнему Pussycat Doll. I don't need a man, make it happen. I get up being free. I don't need a man, make me feel good. I get up doing my thing. I don't need a ring around my finger to make me feel complete. So let me break it down. I can get off when you ain't around. Wait a Minute также не было большого успеха. Критики оценили танцевальное звучание трека, написав, что он идеален для танцполов. Группа дала несколько живых выступлений с ним и далее более плотно сосредоточилась на своем туре. Boy, why you tripping like that? You think 'cause you're tricking, you get it just like that. Wait a minute. Boy, why you tripping like
The Pussycat Dolls стали мировой сенсацией в мире музыки и брендом, который не знал, наверное, только ленивый. Но продюсеры все равно хотели большего. Так было принято решение о запуске реалити-шоу Pussycat Dolls Present The Search for the Next Doll, где группа искала новую участницу. Реалити-шоу было раскритиковано прессой. Многие издания написали, что это шаг назад для всех женщин, и многие считали, что это недостойный пример для подражания. Победителем стала Эйша Ниталана, однако девушка отказалась от своего приза сразу после финала шоу. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't ya? Don't you, babe? Don't you wish your girlfriend was hot, hot, hot? This is for all my pussycat dolls out there. Asia, let's do this, baby girl. Was hot. Don't you wish your girlfriend was hot, 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 hot? Don't you? Также в 2007-м бренд вернулся к своим корням. В Лас-Вегасе был открыт новый PCD-лаунж, на сцене которого вновь стали выступать приглашенные звезды. Следом по соседству было открыто казино PCD. Куколки определенно смогли покорить Вегас. Летом группа дала свои последние выступления, выступив на фестивале Live Earth и премии Муз-ТВ, после которых они взяли перерыв. Некоторые из участниц сосредоточились на сольной карьере. Так Николь полностью занялась своим дебютным альбомом Her Name is Nicole, а Джессика сосредоточилась на танцевальной музыке. И на какое-то время PCD сошли с радаров прессы и телевидения. Don't you wish your girlfriend was hot like me? You like that too. Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Like me, don't you? Don't you, babe? Don't you? That's right. Don't you wish your girlfriend was raw like me? Don't you wish your girlfriend was fun like me? Big fun, don't you? Don't you? Now I wanna hear you sing. И на этом мы закончим нашу вторую часть истории о легендарных Pussycat Dolls. Всем огромное спасибо за вашу поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь, а также пишите в комментариях истории, каких звезд вы бы хотели еще узнать. А мы пошли работать над третьей, финальной частью. Увидимся совсем скоро.